Музей законных мигрантов. В стерильно-белом здании Кунсткамеры страны Тугрика, за прозрачными стенами из сверхпрочного стекла или за позолоченными решетками жили люди. Их называли экспонатами, хотя официально по документам именовали добровольными участниками программы социальной адаптации. Это были не беженцы из стран, где уже не осталось ничего живого после Великой засухи 2040-х годов. Ведь Международную конвенцию об убежище давно отменили, а найти место для жизни в другой стране могли только люди, которые обладали такими талантами, которых в собственной благополучной стране невозможно было найти. По документам ни один из них не стал жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений. Кто находился вне страны своей гражданской принадлежности, не мог пользоваться защитой этой страны или не желал пользоваться такой защитой вследствие опасений. Но только потому, что убежище уже давно никому не оформляли. Да, в другой стране теперь могли обосноваться только необыкновенные таланты. Тугрика принимала таких намного чаще, чем другие государства. Поэтому считалась гуманной и доброй страной. Павильон номер 4 занимал Рашид. Он попал сюда, продемонстрировав способность есть стекло без вреда для здоровья. Годы тренировок в голодного мальчика в пустыне не прошли даром. Он научился измельчать песок до состояния пудры и глотал его. Диета привела его к мутации желудка. Теперь он раз в неделю устраивал шоу для посетителей, методично пережевывая старые смартфоны и планшеты. Вот как он сумел развить свои таланты, чтобы устроиться там, где в остальные дни мог получать заработную плату и есть человеческую еду. В соседнем павильоне обитала Мария Антуанетта, так она себя называла. Ее специальностью было создание копий великих произведений искусства из пыли. Она месяцами собирала пыль в заброшенных городах, научилась различать ее оттенки и создавать из нее подобие акварельных красок. Ее Моны Лизы из грязи разных городов вызывали восторг у посетителей и продавались на аукционах. Правда, автору-работодатель Кунсткамера выдавал лишь минимум денег на еду и одежду, клетку для работы и место для разрешенного пребывания в благополучной стране. Оно ей было очень нужно, ведь дома она однажды приняла участие в незаконном митинге. Акцию признали совершаемой в политических интересах той самой страны, в которой сейчас она нашла крышу над головой и заботу о себе. А дома она попала в тюрьму, и любые ее картины были запрещены к продаже как изделия агента иностранного влияния. Даже канонические православные иконы и копии Моны Лизы маслом. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что думаете, и наш мир станет внимательнее относиться к собственным проблемам с предсказуемым будущим и с инопланетянами. Поддержите авторов монеткой, и вы получите заряд астральной защиты от вторжения инопланетян на главную площадь вашего города. Павильон номер 6 занимал человек, которого все звали просто профессор. Он разработал способ общаться с тараканами. После того, как эти насекомые оказались единственными, кто пережил экологическую катастрофу в его родном городе, он провел 5 лет, изучая их поведение. Теперь он мог заставить сотню тараканов выстроиться в любое слово или простой рисунок. Если бы не такой необычный талант, он так бы и погиб дома, где пожары погубили научный городок, его университет и коттеджи вокруг. Говорят, это был намеренный поджог, ведь научная группа занималась социальными преобразованиями, считала количество больных детей, которых еще можно было вылечить и выучить на курортах, если олигархи ради будущего страны захотят раскошелиться на их здоровье. Опасаясь преследований поджигателей, истинный ученый сумел найти себе такое недостижимое для простых людей рабочее место за границей, в Тугрике. В павильоне 7 жила Анна, специалист по микромимике. Она могла одновременно показывать разные эмоции правой и левой половиной лица, создавая невероятные комбинации. До того, как попасть в Кунсткамеру, она работала в подпольном театре эмоций, где актеры выступали в масках, скрывая свои лица от властей. В ее стране театр был запрещен, и из всей труппы только ей удалось выжить за границей.
Каждый вечер обитатели Тугриканской кунсткамеры собирались у своих прозрачных стен и просматривали социальные сети на выданных им планшетах. Они искали новые идеи, следили за конкурентами, ведь место в кунсткамере могло занять только ограниченное число людей. Каждый месяц проводилась переаттестация, нужно было показать что-то новое, иначе тебя могли заменить другим экспонатом с более интересной способностью. В секции 20 на входе неслась тихая песня со словами «Боже, храни нашу страну и всех ее политиков». Там жили христиане, которые в своих странах подвергались гонениям за веру. Именно эта секция была гордостью политиков страны, в которых было много христиан у власти, и они гордились тем, что сумели не дать погибнуть на родине даже старикам-единоверцам. Специальностью Фатимы, бывшей медсестры бесплатного церковного хосписа, было построение пирамид из живых улиток. Главная сложность заключалась в том, что улитки должны были сами замереть на 30 секунд, когда она расставляла их в пирамиду. Фатима часами сидела в заброшенных теплицах, изучая поведение улиток и подбирая для них особый корм из перебродивших фруктов, который вместе с молитвами делал их более сговорчивыми. Если хотите больше знать о будущем, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что думаете, и наш мир станет добрее и чище. Поддержите авторов монеткой, и вы получите информацию о лучших звездах за сотни парсеков от дома. Расскажите друзьям о нас, пусть тоже слушают и все узнают о талантах и поклонниках. Старик Чин установил рекорд по одновременному вращению 23 пластиковых тарелок на бамбуковых палочках, при этом зажав между коленями живую курицу, которая не должна была кудахтать. Он говорил, что секрет в особом успокаивающем массаже для курицы, которому его научила христианка-бабушка. Дома внук всю жизнь провел в исправительных лагерях за ее открытые молитвы Иисусу. В секции 12 обитал Борис Берг, бывший врач, еврей-христианин, так только он смог сбежать навсегда из воюющей с Израилем ортодоксальной исламской родины. Его фишка заключалась в умении складывать оригами из использованных чайных пакетиков, не порвав их. Шедевром Бориса стал букет из 100 чайных роз, собранный за 4 часа 33 минуты, причем все это время он должен был подпрыгивать на месте через каждые 30 секунд. Они все были обычными людьми, попавшими дома в беду. Бывшие профессоры, изобретатели, ученые, философы, учителя, врачи, медсестры. Судьба заставила их искать нестандартные пути, чтобы выжить. Каждый вечер работяги собирались у прозрачных перегородок своих секций и обсуждали новые идеи. Смотрели записи старых телешоу, листали архивы новостей в поисках вдохновения. В секции 12G жила Амина, бывшая учительница младших классов из региона, где запретили женщинам работать, а бедных гражданок заставляли после 40 лет покончить жизнь самоубийством. Она в 39 научилась жонглировать 3 яйцами вкрутую, одновременно очищая 4-е зубами. При этом она должна была напевать считалочки на 7 разных языках, переключаясь между ними каждые 15 минут. По соседству обитал Джеймс, бывший библиотекарь из зоны вечных торнадо. Его семья поколениями жила в городке, пока климатические изменения не превратили его в смертельную воронку. Государство не компенсировало деньгами потерю дома и даже сажало в тюрьму тех, кто требовал помощи, как он. За решеткой он и придумал трюк, составлял башню из старых книг, затем вытаскивал их по одной, держа равновесие на шаре для боулинга. При этом нужно было декламировать таблицу умножения в обратном порядке. Теперь у него была крыша над головой и регулярное питание. В секции 12 жил Пак Мин Су, который раньше работал на заводе по производству микрочипов, пока завод не закрыли из-за затопления его родного Тайваня во время войны. Он научился выстраивать домино из таблеток активированного угля, выкладывая их с помощью пары палочек для еды, зажатых в ушах. Узор должен был складываться в портрет случайного посетителя кунсткамеры. Его жена и 2 детей теперь жили в общежитии для семей экспонатов, не роскошно, но безопасно. Умнейший человек, редко у кого получалось устроить семью в новой стране. Тот, кто был инженером его класса, тут позволял себе роскошную виллу и яхту. Но ему, мигранту, не досталось места по прямой специальности, потому что на работы с высокой оплатой чужаков не брали никогда. Была там и Лариса из северных регионов,
где теперь круглый год держалась температура -70, а беднякам переселение с теплые края было запрещено законом, вся земля была скуплена богачами. Она придумала номер с вязанием шарфа из разноцветных шнурков для ботинок, используя вместо спиц 2 соломинки для коктейля. При этом она должна была сидеть на 3 мячах для фитнеса одновременно. Хуан из секции 12B прославился тем, что мог одновременно удерживать во рту 18 пластиковых соломинок для коктейля, выстроив их в форме цветка. При этом он должен был простоять на одной ноге ровно 7 минут, а другой ногой выбивать ритм гимна Древней Римской империи. Но он предпочитал работать за пуленепробиваемым стеклом. 3 года он тренировался в трущобах Нового Буэнос-Айреса, используя обрывки пластиковых труб, пока не достиг совершенства. А не сумел бы, нашел бы свою гибель от пули бандита в нищенском квартале, в котором родился. Так погибли его родные, так гибли и другие от вендетты. И он должен был дома мстить или умереть. Но он сумел продемонстрировать таланты, которые позволили ему найти место в другой стране и даже получить невозможность спрятаться, ее у таких как он не существовало, но хотя бы стеклянную пуленепробиваемую стену между ним и посетителями. Его кровники иногда приезжали и с автоматом пробирались в здание, но пока броня держала удар. Бандиты спокойно могли переезжать из страны в страну, ведь у них было много денег, а таких пропускали без проблем по визам для лучших экономистов. Иногда по ночам, когда большинство посетителей уходило, обитатели музея законных мигрантов сидели в тишине, прислонившись к прозрачным стенам. В такие моменты каждый думал о том, что их необычные таланты – единственный лишь билет в лучшую жизнь, способ спасти себя и своих близких от нищеты и безнадежности. Ведь другого способа выбраться в другую страну у бедняков не было. В тот день Хуан наблюдал за новеньким парнем в секции 12F. Тот пытался научиться балансировать на носу 10 катушками ниток разного цвета, одновременно насвистывая мелодии из мультфильмов задом наперед. Пока получалось плохо, катушки падали, свист был прерывистым. Но в глазах парня горела решимость человека, которому некуда возвращаться, ведь он не хотел идти на войну по мобилизации, воевать со страной, которая теперь его приютила. Теперь он или научится делать свое дело лучше всех, или будет депортирован из Тугрики домой, в Травлию мобилизован и вернется сюда с бомбами и напалмом. Он так не хотел последнего. Но закон есть закон, приютить могут только тех, кто может и хочет работать лучше всех на том месте, которое действительно нужно принимающему государству. В секции 12F уже накопилось так много дезертиров, что постоянным обитателям музея законных мигрантов иногда казалось, что их специально собирают там для высылки. Скоро оказалось, что так оно и вышло. Самолет с депортированными бездарностями на радость гражданам Тугрики удачно выслал в Травлию военных инженеров, пилотов и изобретателей новейшего оружия. Через полгода новостные издания восторгались тем, что не приютили дома тех, кто сейчас делает против их страны невероятно мощное оружие. Не дали им еды и одежды, так им и надо. А через год самолет с бомбами сумел пролететь до здания правительства Тугрики и уничтожить все власти одним выстрелом. Они же были обладателями всех богатств страны. Наследники начали драку за заводы, место в правительстве, полиции и в армии, за земли и военные заводы. В стране начался хаос. Обитатели музея законных мигрантов очень беспокоились. Но их хозяева оказались людьми талантливыми и предприимчивыми. Они сумели договориться с противником и переместить музей законных мигрантов в Травлию, не потеряв рекламщиков и оплату шоу в соцсетях. Обитатели Кунсткамеры вздохнули с облегчением. Они спасены. Пришлось немного поменять только слова песни перед павильоном со спасенными талантливыми христианами. Теперь там просили Бога хранить Травлию, а не Тугрику, как раньше. И теперь уже в Травлию привозили новых людей с их странными трюками и навыками. И каждый вечер ее граждане и блогеры собирались у прозрачных стен. И законные мигранты показывали свою ловкость и ум, мечтая о том времени, когда мир научится ценить в них что-то большее, чем способность выполнять необычные трюки. Они стали достопримечательностью страны Травлии. И теперь за спасение беженцев Травлия, а не Тугрика в народе уже считалась самой доброй и гуманной страной, самой человечной и самой прогрессивной.